Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 28 июля. Вот такая красота сидит, лежит перед вами. Время у нас час 25 минут. Решила вам записать видео. Чем мы занимаемся? А занимаемся мы чем только не занимаемся. Сегодня у меня прогул на беговой дорожке, потому что здесь у нас стоял, вчера привезли у нас ламборджини. Он занимал тут место. Колян его муж, это мой законнорожденный муж, 20 лет в паспорте, если кто не знает. Это наши законнорожденные детки, хвостики, спят рядом с папой, которые безумно его очень сильно любят. Осик и Маечка. Носики заткнули и спят с папой. Вот. Теперь что я хочу сказать-то? Чем мы сегодня, чем мы занимаемся? Вот в таком виде, безобразно красивом. Вчера привезли, его очень сложно было собирать. Но законнорожденный у меня, он очень талантливый человек. У него нет такого, что было невозможно. Вот я не знаю. Он у меня такой умница, да, конечно. Но судьба так распорядилась, что он у меня инвалид детства, по слуху. Ну, губы у него узкие, он очень злой, он скорпион, он очень характерный. Злой, невыносимо, очень любит орать на свою законнорожденную жену. Но, проживя уже столько лет, мы много лет живем, уже 20 лет будет в этом году. 20, по-моему. Ой, нет, 19, девочки, 19. Вру, 19. Вот. Ну что, я говорю, давай, говорю, губы тебе закачаем, сегодня утром говорю, хоть расширим их, может, добрее станешь. Он говорит, не надо. Я говорю, ты в старости, у тебя губов вообще не будет. У него губы, я не знаю, вы не видите, наверное, они у него вообще уходят туда, вовнутрь. Раньше такого не было. Ему 40 лет. Познакомились мы, ему было 21, мне 31 год. У него были нормальные губы. Они вообще куда-то вовнутрь уходят. У него какая-то полосочка остается. А злой это невыносимый. Ну, конечно, через Мандюлину он получит, и все нормально. Но голова у него очень хорошо работает. Везде. По работе у моего мужа нет такого слова, чтобы он не смог сделать. По строительству, по любой сборке мебели, по любой отделке, сантехника. Что он не умеет? Я не знаю. Гипсокартон, плитка. Ой, блядь, пластик. Строительство от фундамента до крыши. Он все делает грамотно очень. Он на это дело не учился, но он очень делает как высокопрофильный специалист. Вот. А руки у моего мужа, конечно, золотые. Ну и, конечно, с техникой он тоже на короткой ноге. Таким он раньше не был. Это, наверное, ну, я не знаю, может быть, воспитание мое с молодости. Стремление, чтобы мой муж стал лучше. Конечно, я великую работу проделываю с ним за всю свою жизнь. Плачу, чего греха таить. Вот так вот. Сейчас у них отдых. Он собрал. Я сегодня сколько прошла? Сегодня у меня всего 1093 шага. Я вообще не расстраиваюсь. У нас за окном проливной дождь. Вот, холодно. Никуда я не ходила. Коля ходил сегодня пешком, потому что он вчера мустанг намыл. А ламборджини, я сказала, ну не надо, ни мустанг, ни ламборджини не вывози, потому что, ну, все испачкается. Вот, сходи пешком, пятерочку сходил, купил он Эшена, 4 штуки пирожков, молочко, сметанки. Пришел домой, унес на Курчатов коробку из-под ламборджини.
такую здоровую коробку. Я говорю, знаешь что, он туда куда-то в подпол складывает все. Я не знаю, я туда не лажу. У нас есть погреб на балконе, под балконом. А между балконом и полом там еще есть место. Я называю это подпол. Он туда все складывает. У него там, я не знаю, что у него там нету. У моего мужа есть все на все случаи. Я ему сказала, давай к соседям постучимся, возьмем ключи и отнесем, говорю, в подвал. Нет, там, говорит, украдут. Ну, такой у меня. И все, короче, уволок туда. Что я делаю, девочки? Я маюсь дурью. Да. Он сходил под зонтиком, все как положено. Я вам сейчас покажу бронешлем. Он сказал, что он ездить в нем не будет. Знаете что? Был скандал сильный. Это у меня красота. Не обращайте внимания. Он сказал, он пришел вместе с Ламборджини, что дети не ездят. Я говорю, ты что, блядь, ребенок? Был скандал, я очень сильно ругалась. Я сказала, надо теперь второй купить. Один есть. Теперь надо второй. Вот такой бронешлем у нас. Все как положено. Видите, какой? Красивый? А что плохого-то, я не понимаю вообще. Что ему не нравится-то? Все очень хорошо. Все очень отлично. Что-то упало, блядь. Все очень отлично. Тут завязывается, все нормально. Он не хочет в нем ездить. Здрасте. Я говорю, у тебя денег до хера? Я сегодня так орала на него. Он сказал, не буду, и все. Я говорю, знаешь что? Значит, ты будешь ходить пешком. Будет ходить пешком, и все. Он не увидит ни Ламборджини, ни Мустанга ему не будет, ничего. Все. У меня, короче, большая стирка. У меня в одной машинке я выстирала подушку. В другой машинке она сохнет. Сейчас вот стирается вторая подушка. Ну и, короче говоря, все как-то так, девочки, происходит. Сохнет. Сушка, стирка у меня 55 минут. А сушка у меня 2 часа. Короче говоря, как-то так. Мне надо как его? Стиральную машину отключить временно. Потому что мне надо кондиционер. 32 минуты осталось. Вот так отключаю. Очень удобно. Открываю. Что-то у меня это. Это полоса, что ли? Мне кажется, блядь. Что-то отсвечивает. Какая-то желтизна. Не знаю я. Я сейчас этот налью. Кондиционер. И, короче, это. Наливаю вот так. Да. Чтобы вкусно пахло. Все. Короче, прополощется 3 полоскания. Все. Так, 32 минуты у меня осталось еще стираться подушки. 1,5 часа должна сушиться подушка еще. Но она высушится, потом я эту добавлю и поставлю стирку. Одеяло. Одеяло, под которым мы спим. Я его стирала пару месяцев там назад. Теперь у меня вот такая машина, теперь я стираю чаще. Вот. Как у нас там чувствует подушка? Прошло у нее. О, блядь. Прошло у нее 22 минуты. Ну, как она чувствует? Она себя чувствует прекрасно. Она уже скоро высохнет. Да, видите? Вот так. Она высохнет скоро. Пока это стирается, она уже и это высохнет даже раньше, чем это. Короче, поняли, да? Очень, очень люблю стиральную машину. Обожаю. Вот так. Так, теперь что делаю? Вот эта стирка у меня здесь. Постельное белье, одеяло, короче говоря. Все дела. Поняли, да? Что я сегодня тут сделала? Хо-хо. Мне Колян достал оттуда банки все, которые у нас есть. Банки.
Здесь это я для мамы приготовила, это ионные банки такими, с такими. А у меня вот еще 3 банки осталось. Здесь я все протерла, порядок навела. Здесь все протерла, все тут протерла, здесь все пылесосила. Знаете, у меня такой специальный пылесос есть от пыли. И этот пропылесосила, и диван пропылесосила. Пыли фактически там вообще мало. Ну, пропылесосила. Тут этажарку все протерла. Короче, за окном. Посмотрите. Осень. Прям осень. Блять. Вот. У нас осень. Сок мы покупали весной сок. Стоит, что-то никто не пьет. Оттуда принесла, чтобы Колян пил. Ну, я, наверное, попью. Тут у меня... Тут у меня что? Тут у меня моются, стерилизуются банки. Сейчас они сохнут. Видите? Всяких размеров. Вот такие банки. Так. Баночки маленькие, побольше. Вот эти баночки. Очень грязные были банки. Очень грязное дно. Я сначала думала... Надо еще прополоскать, наверное. Я не знаю, что-то там они не прополоскались, блядь. Я думала, короче говоря, знаете, что сделать? А я не знаю, что-то она стоит в работе или что, я не знаю. Это как его? Никак понять не могу. Но она еще не прекратила ничего, девочки. Она еще работает. Там порошок. Может быть, прополоскать еще. Но я еще раз прополощу. Когда я перед готовкой в больших банках, я сказала, у меня несколько банок есть, как его, закручивающими крышками, которые нужно поменять крышки, купить. Я крышки там тоже сверху мою, но которые там просто что-то там насыпать в маленькие баночки, закрутить. Большие тоже оставила. Которые похуже, я буду их менять, куплю новые крышки, естественно, и мне нужно будет железные крышки купить, еще есть закручку, или у соседкой поговорить, если у них закрутка, потому что, знаете что, купить, а потом будет лежать, просто будет лежать мне 3-4 банки, если 3-литровых, закрутить компота, все, я сказала, да, несколько банок я хочу, вот у меня 3 банки нашла я, под закручку. Вот, и это. Потом еще раз. Они прям грязные-грязные были банки. Очень хорошо. Вот в посудомойке стирались. Прям вообще блестят. Но там мне не нравится, несколько капель есть на дне порошок. Я, наверное, потом их поставлю, знаете, во что? Без порошка, просто под горячую воду еще раз постерилизую. Как, ну, не на мойку, они уже вымытые. Просто без таблетки. 72 градуса у меня. Кипятком, чтобы простерилизовать. Сейчас она отключится, еще раз поставлю. Вот. И крышки там постираются. Подготовлю. Подоконник я весь вымыла, протерла. Короче, я их поставлю и накрою. Накрою, а может быть, накрою. А может быть, сейчас я не буду стирать. Ой, мыть. Нет. Я их, короче говоря, наверное, еще раз горячей обработкой сделаю перед самым этим компотом. Потому что сейчас они остынут, там на них насядет пыль все равно, понимаете, как-то это не дело, да? Обычно я это делала раньше все в кастрюле, все стерилизовала, возилась, теперь я ничего этого не делала, у меня все, есть машинка. Ну, хорошо, это очень даже облегчает жизнь. Вот кто бы что ни говорил, что это лишнее, что это сушильная машина, это лишнее, посудомойка это лишнее, я не могу согласиться. Это очень облегчает человеческую жизнь. Вот. Поэтому я их вытащу. Сейчас еще я домою банки. Маме, наверное, скорее всего, не наверное, а тоже поставлю в мойку, чтобы они хорошо вымылись. А что она вручную будет их мыть? Я хотела сначала вручную соду вымыть, потом поставить в машинку. А потом думаю, ну хуй хозяин я. Что, я совсем куку, да? Вот, ручки надо жалеть. Вот. И, короче, это, потом маме вот эти баночки отнесу, отдам.
такие дела, знаете. Коляна сегодня не отправила за ягодами. Он говорит: Оля, я так устал. Я хочу хоть побыть в выходной, но на самом деле, вот как мы с Египта приехали, у него один день выходной в неделю. Он все эти 2 дня выходных были, которые он ходил в лес за ягодами. Собирал землянику 2 раза по 4 литра. Я подумала, ладно. Да и дождь, что там, да и погода была бы нормальная. Он сказал, я, говорит, устал. Но на самом деле еще до 12 часов ночи вчера возился самокатом. Вот. Сегодня собаки у нас с утра будут. С ними сегодня с утра вообще гулять не ходили. Утром еще не было дождя, но потом он пошел уже. Мама сегодня продала, я к ней звонила, 8 часов утра лисички, она все продала. Она говорит, вчера сварила 5 грибов белых нашла, сварила очень хороший суп с картошкой, без лука, без всего. Порцию густую, говорит, наелась, довольно осталась. Вот. Продала я все лисички еще 8 часов утра. Ну, а потом у нас дождик пошел. Видите, какая погода. Собаку даже не выгонишь. Все это я помыла здесь, все убралась. Тут я все протерла. У меня под компьютером вот это стоит штучка. Она не работает, кстати, охладитель. И он тут там пыль собирает, и я его тоже периодически душем мою. Ну, вытаскиваю, и под душ иду, мою, там плеваю, все, а потом тряпкой хорошо, тщательно протираю, потому что много там он собирает пыли. Вот. Ну вот. Окна, соответственно, опять грязные после дождя. Когда окно было сухое, оно грязное было, девочки. Эти капли. Но я думаю, вот эти створки, которые открываются, я снаружи протру. Потом, когда будет во вторник, обещать нормальную погоду. Вот. Какая-то девка написала на Рутубе. Не знаю, там имя было, и аватарка была. Молодая какая-то. Якобы хотела подписаться. Ага. И очень много рекламы. И не стала подписываться. Ну, зачем мне об этом писать? Ну, что за глупость? Что за детский сад? Конечно же, ну, раз она меня уведомила, я ее просто заблокировала. Нет, не это беда. Ну, а зачем? Заблокировала, чтобы ее комментарий не оставался, и чтобы она не заходила. Раз для нее много рекламы, зачем? Раз, ну, мешает ей реклама. Интересно, а что, хотите, чтобы блогер бесплатно показывал? Ну, идите, я не знаю, куда вы пойдете за бесплатным видео. Ну, ради бога. Вот, так что все. Святое место пусть не бывает. Она ушла, другая придет. Ну, кого устроит. Кого не устроит, не устроит. Сидела, что-то я сидела, девочки. У меня 2, короче, желтых доллара. На Рутуб я видео выставила. Рутуб их пропустил. Ну, там мат у меня. Не могу больше молчать. И давайте немножко посплетничаем. Не запускает за границей рекламу. Оно у меня еще закрытое стоит. Еще не выпустила на YouTube. Ведет проверку. Я думаю, что не выпустит. Когда в начале видео, я теперь поняла, в чем дело. Если в начале, вот первые 5-7 минут в начале видео матершинишься, да, то проверка не выпустит это видео под зеленый доллар. Если ты матершинишься больше, потом после 5 минут уже видео идет, 5 минут прошло, и ты там утекнулся, то это нормально. Это из собственного опыта. Позавчера я на Ютубе получила с Рутуба 13 тысяч зарплату за 2 месяца. За 2 месяца, девочки. Это у нас какие месяца-то были? А месяца были такие. Май. Май. А, за апрель я тоже получала. А, нет. Апрель. А май 84 доллара. И, короче, апрель 107 долларов. Ну, минус там
человеку процент он отстегнул себе свой. Вот он мне 13 тысяч, короче, перечислил. Все нормально. Я считаю, пускай мало, но деньги эти на дороге не валяются. И где взять эти 13 тысяч? Практически это, ну, мамина пенсия у моей мамы, да? Мама чуть-чуть повыше. Ну, 2000, 1800 повыше. Где их взять? А нигде. Вот так. Нигде, девчонки, не возьмешь этих денег. Хотелось бы, конечно, побольше зарабатывать, но такие просмотры, столько просмотров, такой заработок. Вот так. Ну и ладно. Я и очень рада этому. Не все впустую, как раньше. Очень долго времени работала вообще, да? Вообще. Ну, донаты, да, люди слали. Но это тоже сегодня густо, а завтра пусто. Вот. А это зато маломайская копейка, но она стабильно идет. Вот. Так что вот так. Как говорится. Ой, какую-то заплатку можно будет затянуть. Поставить. Какую-то дыру за этой заплаткой закрыть. Что еще хотела рассказать? Зашла я к одной блогерша. Вот, с Испании она. Я рассказывала про нее. Юлия зовут. Вот она сейчас собирается уже уезжать опять. Она приехала с Испании 2 года тому назад. В Уфе живет. Вот сегодня я послушала ее. Я к ней часто не захожу, но нет, захожу, когда есть время послушать. Вот она говорит. Когда она 2 года тому назад прилетала с Испании сюда, весила 140 килограмм. Вот я так сажусь в самолете у окна, мне вот так надо, да вот так. Ну, если кто знает ее из моих подписчиков, наверное, смотрите, кто знает, что человек очень болен. И, ну, серьезно болен человек. Я ей написала, Юлия, ну, она теперь говорит, вот как я полечу, ноги разбухли, я теперь еще прибавила, ну, якобы надо похудеть еще 20 килограмм. Из ее разговора я поняла, что она сейчас весит 160. 160. А весила она 140. Вес, рост у нее 150. Рост 160 весит. Я ей написала сегодня, что ей не в Испанию нужно лететь, якобы, да. Ну, просто подсказал девочке. Ну, мне, скажете, вот тебе надо? Ну, надо, не надо, но как-то человеку хочется помочь хотя бы, да, советом, блядь. Хотя я знаю, что ей это неинтересно. Ну, написала, блядь. Просто это, знаете, жест доброй воли, да. Просто, ну, человек не может знать все. Просто, ну, от слова совсем не может. Даже при своих заболеваниях. Я же с этим столкнулась. Я ухаживала за Ириной в Солнечногорске, которая весила 250, около 300 килограмм. Вот. И при ее жизни, когда я у нее жила дома, я нашла институт в Москве. Я рассказывала об этом тоже на своем канале. Вот. Нашла институт сама, где весом занимаются. Вот. И я связывалась. Это делается по программе ОМС. За это не нужно ничего платить. И если человек весит от 150 и выше килограмм, я ей написала. Я говорю, напиши мне на электронную почту, я тебе все расскажу поэтапно, что надо делать. Я просто случайно наткнулась, и мы с Ириной, Царствие Небесное, собирались сюда ехать-то. Но не сложилось. Я сейчас вкратце просто скажу. Туда обращаешься, вас приглашают, вы или вы сами, или если вы не можете, например, Ирина не могла, она очень тяжелая была, да, я говорила, еще и лежачая она была после 2-го инсульта. Вот, ну, там ходячих берут, у кого еще инсульт не случился. Или кто там вас будет сопровождать, ваш сопровождающий ведет туда документы. Все. Записывайтесь туда на прием, на консультацию. Забыла название этого института. Собираете все медицинские документы, которые показывают ваши все результаты болезней ваших. Ну, все. Туда везете.
Они ознакомливаются и ложат человека. И занимаются этим человеком. Да, потом, ну, на очередь стоит и ложат. Вот. Когда я Ирине это рассказала, я звонила, я разговаривала, она сказала, поедем. Мол. Ну, тут планы у нас изменились, и мне пришлось уехать от них. Вот. Поэтому ничего не получилось. Там может жить сопровождающий, если человек не может сам себе ничего не помочь никак. Ну, я считаю, что это очень хороший выход из положения. Там и лимфодренажный массаж делают, и вот этот вот стол там диетический. Ну, короче, там все делают, все, девочки. Там специализированный институт, блядь. Вот. Это было давно уже. Сколько уж лет прошло? Лет 8, наверное. Может, чуть-чуть меньше, не помню сейчас. Вот так. Есть у нас. Я ей написала, что ей надо не в Испанию ехать, да? А нужно ехать в Москву. Сначала нужно лечиться, я ей написала, что у нее сердечная недостаточность, хроническая форма, да, плюс лимфостаз. И, конечно же, равняется это все почечная недостаточность. И все это в хронической форме, блядь. И дома это не вылечишь. И причем здесь вес? Вес она не сбросит от слова совсем. Она вот сидит в своем видео, говорит, вот мне надо 20 килограмм сейчас бросить и лететь. Ноги отекли. Ну, ноги там уже слоновые ноги. Там слоновые ноги, это очень опасно. Это все приводит к смерти. Человек долго, к сожалению, у меня была такая бабушка Шилова. Это я все рассказываю. Почему я рассказываю? Это все я столкнулась в своей реальной жизни с такими людьми. Поэтому я знаю. Это я не откуда-то начиталась в интернете. Я знаю, я потому что профессиональный сиделка, кто не знает. Я работала очень много лет, ухаживала за больными людьми. И все это я видела на своих глазах. Вот. В Шилово, да, в Рязанской области я ухаживала. Вот. Запустила она запустила это все. Я имею в виду, та бабушка и это вот сидит. Я не могу по-другому, как мартышкой только назвать. А что? Сидит и все, блядь. Ерунду, как она себя, вот у нее такое поведение, как, знаете, я так и написала, как, блядь, рассуждение, как, ну, ребенка. Взрослая женщина так не рассуждает. Вот я полечу, 20 килограмм сейчас кину, я вот так сяду боком у окна, потому что животными там так. Я ей говорю, ну, вообще, таким людям небезопасно вообще перелеты. А если что летишь, надо, значит, лететь бизнес-классом. Я это так вижу, блядь. Но какие там возле окна? Тебе там все 4 места будут. Сколько там? 3 места, что ли? 3 места, да? 3 места. Тебе этого места будет мало. Но в бизнес-классе еще, ладно, да, может быть, и пролезешь где-нибудь. Сидит с какой-то ерундой. А что там делать в этой Испании? Я понимаю, молодая, перспективная, с образованием, да, человек, если полетит туда работать, ну, с профессией, естественно, вот. Она летит туда, как написала на визу, как грумер. Сначала она написала как блогер, ей как отказали, а сейчас она летит туда как грумер. Ну, короче, дурдом. Ну, с ее здоровьем, с ее возрастом, с ее здоровьем, да, ну, ей дома-то тяжело ходить, как говорится, переваливаться. А это еще в Испанию лететь. Она 2 года тому назад и то тяжелая была, а сейчас она еще тяжелее стала. Ну, так как она публичный человек, все ее знают, ну, многие ее знают, я практически, поэтому не говорю тоже свою точку зрения. Я тоже смотрю и свою точку зрения высказываю. Ничего не вижу в этом плохого. И вот я ей написала, что нужно сначала просто элементарно хотя бы попытаться заняться лечением. Обратиться вот туда, в институт в Москву, да, а не сидеть и пиздеть всякую, извините за выражение, хуйню, сочинять сказки Венского леса. А потом уже думать, блядь, о чем-то другом. Вот я что написала. Юля развела пустую демагогию. Я тебе скажу так. У тебя запущенная форма сердечной недостаточности, плюс лимфостаз, почечная недостаточность. Все это уже хроническое, неизлечимо. Вес
вес от слова совсем ты никогда не сбросишь при таком серьезном заболевании в домашних условиях. Я констатирую факты. Просто человеку хочу помочь, подсказать. Когда, если это еще не поздно, еще можно что-то изменить. Ну, я знаю, что она ничего не напишет, потому что она считает, что она умная. Ну ладно, бог есть судья. И для таких, как ты, есть институт в Москве, есть интересно, напиши мне на почту, я тебе все этапно напишу. Что и как делать. Чулки, гольфы твоего размера нет. Она все думает, чулки, ну какие там чулки? Какие там чулки? Надо ей по заказу шить, чулки-то эти. Ну, чтобы ноги не текали там в самолете. Там уже оттекло, там лимфа, отток лимфа вообще не работает. До нее это просто не доходит. У нее зашлакованный весь организм. Почему у нее псориаз? Псориаз почему? У нее не справляется печень, у нее не справляется вообще ничего. Там уже вот так органы работают. У нее псориаз. Там все зашлаковано. Там очень страшно все. Очень печально. Вот. Перелеты для тебя небезопасны. Собралась лететь, лети бизнес-классом. Вроде взрослая женщина, рассуждаешь, рассуждения детские. Кому-то там нужна. Тебе лечиться, лететь в Москву. А тебе надо лечиться лететь в Москву, а потом уже думать о Испании. Не знаю, может быть, я у нее тоже, девочки, в этом, в скрытых комментариях. Не знаю. Потому что я ей писала уже, но я оскорблений, никогда никаких оскорблений не писала. Я ей всегда только добрые комментарии писала. Она меня, наверное, просто скрыла, не блокировала, а скрыла, как это обычно делают блогеры. Ну и хер на них. Вот и все. Васька ее бросил. Муж ее, отец ее дочери. Я смотрела весной ее видео. Там люди спрашивали, где Васька. Мне самой стало интересно, где ее Василий. Мужик-то такой вроде путный показался мне. Ну, нормальный мужик-то. И готовил, и работал, все. А потом смотрю, Васьки-то нету. Ой, девочки. А Васька-то? Она Ваське создала в Телеграме канал умора мужику своему. Ну, чтобы он показывал, как он что готовит, там, кушать, там, ну, рассказывал рецепты. От Телеграма она, говорит, имела, короче, когда пока вот это все не заблокировалось, она со своей телеги имела 50-60 тысяч, а то и 70 от рекламы в месяц. Ну, насколько правда, не знаю. Канал у нее такой. Я не знаю, как сейчас, но раньше я заходила к ней, там сколько было? 1000, что ли, подписчиков с чем-то. Сейчас я не знаю, но не такой великий канал. Не знаю, может быть, и соврет, глазом не моргнет. Насчет телеги вообще не знаю. Вот. И, короче, Васька. Она Ваське сделала канал. Васька все рекламировала, чтобы люди к нему подписались. И потом Васька стал, когда получать деньги, короче, от канала, все, он ее бросил, ушел от нее. Это она так рассказывает. Ой, блядь. А до этого рассказывала, когда она с Испании прилетела и сошлась опять с Васькой, а он отец ее дочери, что она его первая любовь, и все такое, что он такой однолюб, что вот он, еще там люди удивлялись, вот, что, мол, она полная, он, ну, он мужик симпатичный такой, ну, я не скажу, что красавец, но если видели, да, нормальный мужичок такой, неплохой, вот, и лицо не очень доброе, вот, блядь, и вроде не пьющий мужик-то, она такая была уверенная, что прям, ну, он ее любит и все. А теперь, оказывается, вот так вот. Проживя там, сколько они, год-полтора, короче, он ее променял на телеграм-канал.
умора, блядь. Не знаю. Вот так Почему я и не слушаю каждый день ее? Потому что это детский сад. Это сказки Венского леса. Я просто не знаю, она насколько правдивый человек. Правду-то, конечно, я от нее не жду. Но просто мне неинтересно, когда люди выдумывают что-то такое, ну, несерьезное. Кому-то нравятся сказки Венского леса, ведь каждому свое. Собралась в Испанию. Ну, блядь, я не знаю. Вот, как-то несерьезно. Вот. Куда поедет? В 40 сколько? И 45 лет? Вес 160. Куда поедет? Зачем поедет? Еще и эту Ириску свою потащит, кошку. Бедную. Она ее из Испании притащила сюда. Бедная кошка страдает. Сама страдает, да, эти перелеты. Сердце надо... Вообще, ну, надо заниматься своим здоровьем. Вот просто чем просидеть в квартире, вот она 2 года просидела на съемной квартире, нужно просто... Она в Москву ездила, и Ириске делает документы в прошлом году. Там какой-то патент, надо за границу лететь. Отдала там кучу денег. Блядь, вот чем вот мотаться впустую, она бы нашла бы уже этот институт, в интернете все легко доступная информация, связалась и уже бы давно бы там лечилась, потому что эти заболевания, они с каждым днем, с каждым месяцем, они не ухудшают здоровье-то. У нее водянка, простыми словами, если русским народным словом сказать, у нее водянка. У нее жир, а большая часть у нее вода внутри, которая не может выйти, потому что у нее, блядь, сердечная недостаточность, а сейчас еще почечная недостаточность. И вот она сидит, блядь. Конечно, ей тяжело. И когда человеку хочешь помочь, а человеку это стучаться в закрытую дверь. Если, ну, не дай бог, я вот оказалась бы на ее месте, да, я бы поступила бы так бы, как вот, и слушала бы нормальных людей, адекватных, да. А некоторые поддерживают, да, посылают донаты ей там, чтобы она улетела. Смеются, что ли, блядь? Вот как вот это вот вообще, вот, если представить, как она вот этот перелет полетит, потом там пойдет она с этой Ириской, с этим чемоданом, со своим, куда она пойдет, в квартиру какую. Ну да, там у нее накопились деньги с Ютуба. Она не снимала за эти видео, там у нее деньги есть. Ей, наверное, в первую очередь хочется деньги оттуда снять с карточки. Она не может никак тут в России это ничего сделать. У нее карточка там оформленная на этого мужчину, с которым она ухаживала-то. Вот. Но я понимаю, да, деньги там лежат мертвым грузом. Вот. Но надо сначала, да, хорошо, что эти деньги есть, и они лежат. Так надо заниматься сначала своим лечением. Вот так сидит, как скунс, блядь, на одном месте, да. Доставку каждый день ей приносит с пятерочки, там, с магнита эту доставку. Распаковку показывает, что она ест. Вот она сегодня будет худеть. Завтра что? Блядь, тут уже не похудеешь, тут уже все, тут все хроническое. Тут надо уже лечиться, бить во все колокола. Тут надо уже к специалистам ехать. Заниматься вот этой отсебячиной уже, ну, не в ее случае. Человек не понимает. Не знаю. Не знаю. Пускай сидит, пускай едет. Пускай что хочет делает. А мы будем посмотреть, что будет дальше. А если там у нее приступ случится, а там медицина все платная и очень дорогая. Даже страшно представить, блядь. Надо как-то адекватно вообще-то свою жизнь воспринимать и рассуждать надо адекватно. Я не могу пересказать словами, да, так как у меня образования не хватает, да, все словами пересказать. Но мыслить я всегда очень мыслю умно. Я не могу просто это правильно вот высказать свои мысли, передать вам на словах. Стараюсь, но у меня не до конца получается. Вот. Ну, как-то так.
Короче, ладно, занимайся стиркой. Мы вчера поели сазана по кусочку, по салатику на вечер. Вкусно было, молоко. Сделала прям густой-густой, прям с клубникой. Прям такой густой йогурт получился, без сахара. Выпил Колян бокал, и я бокал выпила. Было все очень вкусно и здорово. Вот. Время 2 часа. До вечера я сейчас перестираю все, пересушу, застелю. И все, и чистенько. Вы видели, как мои отдыхают? Прикольно, да? Пускай отдыхают. Девочки, покажу я вам в следующей серии. Тепло будет, покажу я вам Lamborghini. Очень красивый. Но я Коляну сказала, это будет твой, родной. Я хотела ему давно купить, с прошлого года еще. Если что, вдвоем куда-то поехать. Очень хорошо, удобно. Все равно нам надо 2 электросамоката. Хоть так, хоть так. Но каску, вот этот шлем, надо еще один купить такой же. А то поедет он, девочки. Он немножко недопонимает, что оштрафует и все, и будет кайна. На этом Lamborghini можно ездить без прав. Там у него по документам, короче, все нормально. Ну, красивый, конечно, ничего не могу сказать. Но мой, девочки, лучше. Мой, потому что он сильнее. Он властнее. Ну, мой Мустанг. Что говорить. У него только одно название какое-то стоит. Так Коляну едет хорошо. Но я на нем тоже буду ездить. И это очень хорошо. Тоже он... Кстати, там вдвоем можно ездить. Ну, вот он там до 150 килограмм. И если я 108, ну, грубо говоря, пускай 110, да, то со мной еще можно еще кого-то 30 килограммов, ну, ребенка посадить. А Коля около 60 килограмм. Таких, как мой Коля, можно двоих. Там сзади еще место есть. И подножки есть. Ну, очень удобно, очень. Можно вдвоем ездить. И он этот, как его, с педалями, и с цепочкой, и с мотором. Ну, все как надо. Ну, и эти поворотники там. Он круче немножко, то, что поворотники и зеркала там есть. Поняли? Но колеса мои широкие. Мои прям как у трактора. Там поуже колеса. Ну, видите его. Нормальный. Можно ездить и наслаждаться жизнью. Я ему сказала, даже можно до работы доехать и поставить на зарядку, а после работы ехать домой на нем. Если... Ну, просто небезопасно, я боюсь там, потому что всякие ездят на машине, могут сбить на машине. А так, да, можно ездить. А так небезопасно. Поэтому я его не пущу. Вот. Потому что вон что творится, блядь, сами знаете. Не тебя так, не ты так тебя. Я Юру видела, девочки. Вчера, позавчера, когда я ехала с вождением, вчера, что ли? Позавчера. Я зашла в автобус, он остановился. Я зашла, и он за рулем. Это вот этот мужчина, водитель, который попал в аварию 26 мая. Лобовое все, да? Ладу Гранта у нас. Большая авария была с этим, с летальным исходом водителя Лады Гранта. Если вы читали в интернете, знаете, наверное. Если не читали, посмотрите. Как я его была рада видеть, вы даже представить не можете. Я когда его увидела, я зашла в автобус, стала сдавать деньги. Я ему говорю, посудомойка. Я говорю, Юра, говорю, здравствуйте. Вы даже не представляете, как я безумно рада вас видеть. Вот я действительно, вот, знаете, он такой водитель, просто он человеческий, хороший такой дядечка, да. И мне его прям вот, как, знаете, как родной, как родственник. Я не езжу с ним бесплатно, нет, я оплачиваю всегда проезд. Вот, я говорю, вы как, вот знаете, прям такой вот, ну, просто хороший очень человек, очень. Он говорит, тише, тише, только, говорит, пожалуйста, давайте не будем это вспоминать, этот случай. Я представляю, что он пережил.
Но мне другой водитель сказал, что у него все болит. Я представляю, он, наверное, в больнице, ну, не, наверное, в больнице лежал, восстанавливался. Там, наверное, сломал чего-то, но он просто не рассказывает. Ну, я и не лезу в душу. Но я безумно, безумно была его рада видеть. Безумно, что он живой. Господи. Живой и не покалеченный. Не знаю, что с пассажирами. 10 человек с ним было там. Были травмы. Ничего не знаю. Не знаю, кто там ехал. Но факт то, что, слава богу, хоть он живой. Вот что, потому что я, когда его не видела, я ему прямо сказала, я говорю, я вас искала взглядом во всех автобусах, я вас не видела. Я так и подумала, что это вы. Когда я же приехала, я рассказывала. Нет его водителя, я смотрела, его нет. Мне никто не рассказывал сначала, потом уж я узнала. Я так и подумала, что это он. Я очень переживала, очень. Вот. Я говорю, дай вам Бог здоровья, конечно же. Всю жизнь за рулем, всю жизнь. Так. Вот такие девочки. Да нет, он не моего типажа, вы не подумайте там. Да нет, он просто хороший человек. Тут типаж ни при чем, он с усами. Я усатых мужиков не люблю. От слова совсем. Просто хороший человек. Вот и все. Он мне в жизни ничего хорошего не сделал. Он просто хороший водитель. Всегда улыбается, всегда на позитиве. Ну, вот такой вот он, понимаете. Шутить с ним можно. Я вот так, знаю, сколько по столику, и все. Ну, видно, что светлый человек. Вот так. Все, люблю, целую, обнимаю всех. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.